Всеиндийская конфедерация торговцев объявила бойкот товарам из Турции и Азербайджана. Индийские власти отозвали разрешение на обеспечение безопасности для компании Celebi Airport Services India, дочернего предприятия турецкой Celebi Aviation, сославшись на соображения национальной безопасности. Это решение сразу повлияло на наземное обслуживание в ключевых аэропортах – Дели, Бангалоре, Гоа, Хайдарабаде и Кочине. Celebi – одна из 3 компаний, предоставляющих услуги наземного обслуживания в аэропорту Дели наряду с AISATS и Bird Group. Сейчас операторы аэропортов ищут временные решения, передавая функции Celebi другим компаниям, а затем планируют провести тендер на нового поставщика. Решение об отзыве разрешения связано с растущими вопросами безопасности, вызванными восприятием поддержки Турции и Пакистана, особенно после недавних событий. Источники отмечают, что деятельность Celebi вызывала некоторые опасения, но последние заявления Турции в поддержку Пакистана стали решающим фактором. Компания начала работу в Индии с совместного предприятия в международном аэропорту Мумбаи, а затем расширила деятельность до 9 аэропортов по всей стране. Отметим, что наземное обслуживание включает погрузку и разгрузку багажа и грузов, помощь пассажирам при регистрации и посадке, заправку самолетов, техническое обслуживание, уборку и обеспечение безопасного передвижения воздушных судов. Кроме того, индийские туристы стали массово отменять поездки на популярные курорты Турции и Азербайджана, после того, как эти страны выразили поддержку Пакистану во время последнего конфликта с Индией, сообщает Reuters со ссылкой на представителей туристической отрасли. В сфере образования престижные индийские университеты начинают прекращать сотрудничество с Турцией и Азербайджаном. Lovely Professional University объявил о расторжении всех меморандумов о взаимопонимании с вузами этих стран. Это часть более широкой тенденции в индийском академическом сообществе, связанной с прекращением сотрудничества после публичной поддержки Пакистана Турцией и Азербайджаном. Ранее подобные меры приняли Национальный университет Урду имени Мауланы Азада в Хайдарабаде, Канпурский университет, Джамия Милия Исламия и университет имени Джавахарлала Неру. В результате приостанавливаются программы обмена студентами и преподавателями, совместные исследовательские проекты, инициативы по двойным дипломам и другие формы академического сотрудничества с учебными заведениями Турции и Азербайджана. В международной политике часто встречаются примеры стран, которые поддерживают друг друга на основе исторических, культурных или геополитических связей. Однако иногда союзничество формируется на основе общих антагонистов. Это ярко проявляется в отношениях Азербайджана, Турции и Пакистана, получивших в политической риторике название «Три брата». Если Турция активно поддерживает Пакистан в военной сфере, включая поставки беспилотников, то Азербайджан играет важную роль на Южном Кавказе. Примечательно, что Индия остается одним из крупнейших покупателей азербайджанской нефти. По официальным данным, в 2023 году Индия стала 3-м по величине пунктом назначения для азербайджанской нефти, обеспечивая более 7% ее экспорта на сумму свыше $1 миллиарда. Двусторонняя торговля между странами значительно выросла с $50 миллионов в 2005 году до $1 миллиарда 435 миллионов в 2023 году. Из этой суммы на импорт нефти пришлось $1 миллиард 235 миллионов, а на экспорт индийских товаров – $201 миллион. Возникает вопрос, почему, несмотря на значительные экономические интересы, Азербайджан открыто поддерживает Пакистан в его конфликте с Индией? Напряженность особенно усилилась после операции «Синдур», которую Индия провела в ответ на террористическую атаку в Пахалгаме 22 апреля. В своем заявлении МИД Азербайджана осудил действия Индии, выразив солидарность с Пакистаном и соболезнования семьям погибших. Поддержка Пакистана не ограничивается дипломатическими заявлениями. В азербайджанских СМИ стали появляться материалы, освещающие ситуацию в Кашмире с акцентом на действия Индии.
Политические аналитики подчеркивают милитаризацию Индии и ее растущие амбиции в регионе, указывая на стратегическую важность альянса с Пакистаном, несмотря на экономическую зависимость от индийского рынка. Однако, кроме экономических интересов, существует еще один ключевой фактор – отношения Индии с Арменией. После событий в Нагорном Карабахе в 2020 году Индия значительно усилила военное сотрудничество с Арменией. Поставки радаров Свати, систем ПВО Акаш-1С и ракетных установок Пинака стали сигналом к пересмотру отношений с Индией. В ответ Азербайджан укрепил связи с Пакистаном и Турцией, формируя альянс трех государств, готовых поддерживать друг друга на международной арене. Эта ситуация демонстрирует, как исторические обиды, геополитические интересы и современные торгово-военные связи переплетаются в сложную ткань международных отношений, где каждое действие одной страны вызывает ответную реакцию у ее соседей и союзников. История альянса трех братьев выражается в многочисленных совместных учениях, военных контрактах и дипломатической поддержке. Эти страны рассматривают свои отношения как способ усиления влияния на международной арене. Вопрос лишь в том, как долго этот тройственный союз сможет сохранять свое единство в условиях усиливающихся противоречий в регионе. На этом фоне секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 13 мая в Нью-Дели провел встречу с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Давалом. Как сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности, собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся двусторонней повестки Армения-Индия. В частности, был подчеркнут процесс углубления экономического сотрудничества и текущее взаимодействие в сфере безопасности. Стороны также затронули тему международной и региональной безопасности. В этом контексте Аджит Давал по просьбе секретаря Совета безопасности Республики Армения представил информацию относительно возможных развитий, связанных с событиями на границе Индии и Пакистана в последние дни. А Армен Григорян по просьбе индийской стороны представил процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Примечательно, что в тот же день, 13 мая, министр обороны Азербайджана Закир Гасанов встретился с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Турции Акаем Мимишем. Очередной визит турецкого высокопоставленного представителя в Баку подчеркивает, военное партнерство двух стран не просто сохраняется, оно углубляется. Подробности переговоров не раскрываются, однако постоянное укрепление связей между вооруженными структурами Турции и Азербайджана вызывает растущую обеспокоенность в регионе. На фоне хрупкой стабильности на Южном Кавказе такие демонстративные шаги выглядят как сигнал. Баку и Анкара готовы действовать сообща, даже если это поставит под угрозу мир и безопасность соседей. А уже на следующий день, 14 мая, по инициативе Института Муслим, одного из влиятельных аналитических центров Пакистана, прошла флешмоб-акция с участием тысяч людей, в ходе которой была выражена благодарность странам, поддерживающим и солидарным с Пакистаном. Особую благодарность выразили Азербайджану. Участники провели флешмоб под лозунгом «Thank you, Азербайджан». На этом фоне резко прозвучало заявление приближенного к премьер-министру Индии Нарендре Моди, отставного генерал-майора Гагана Дила Бакши. Он подчеркнул, что Турция рассматривается как прямой враг Индии, отметив: «Турция – прямой враг Индии. Если потребуется, у нас достаточно ядерного оружия, чтобы отправить ее в ад». Бакши также добавил: «У нас есть все – ядерное оружие, космическая программа, геополитический вес, а у них нет». Генерал напомнил, что вмешательство Анкары в дела Кашмира не прошло незамеченным. Турция отправила туда 3000 боевиков. По его словам, Анкара надеется продемонстрировать свою мощь, но Дил Бакши уверен, что они пытаются доказать, что они сила. Но пусть не забывают, мы – настоящая сила. Эта ситуация демонстрирует, как исторические обиды, геополитические интересы и современные торгово-военные связи переплетаются в сложную ткань международных отношений, где каждое действие одной страны вызывает ответную реакцию у ее соседей и союзников.
Теперь Индия ясно определила своих союзников и тех, кто ими не является. Надеемся, что Ереван почувствует это на практике в виде увеличения военных поставок, дипломатической поддержки и укрепления партнерства с Индией. В современном мире каждая такая позиция имеет свои последствия. 16 мая Индия сделала первые шаги в этом направлении. Престижные индийские университеты начали разрывать соглашения с Турцией и Азербайджаном. Всеиндийская конфедерация торговцев объявила бойкот товарам из Турции и Азербайджана. Это решение поддержали десятки тысяч индийских предпринимателей по всей стране. Наш прогноз начинает сбываться, и это только начало. Дели демонстрирует, что сотрудничество с определенными странами не остается без внимания. Те, кто в момент обострения встал на сторону Пакистана, рано или поздно столкнутся с последствиями. На этом фоне Армения может стать первым зарубежным покупателем новой индийской зенитной ракетной системы ПВО Akash-NG-SAM. Согласно информации от EADN Center, после запуска серийного производства Армения станет первым иностранным оператором этой системы. Akash-NG-SAM — это современная система ПВО средней дальности, разработанная Индией для защиты от крылатых ракет, беспилотников и самолетов. Она отличается высокой маневренностью, точностью и современным радарным сопровождением. Таким образом, Индия активно расширяет сотрудничество с Арменией. Посмотрим, как это будет развиваться дальше. Напишите ваше мнение в комментариях и подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные новости мира и нашего региона.